Очень часто мы говорим про национальную сборную Грузии, про молодежные команды, но какой футбол в провинции, есть ли он вообще? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, я специально сгонял на матчи второй и первой лиги, Самтридия, Кутаиси, что там было, что интересного, и почему стоит, пожалуй, поехать на матчи в эти города, если вы в Грузии. Об этом расскажу, погнали! Друзья, всем привет, это по-прежнему Сандро, Shot Media. Мы с нетерпением ждем матчей сборной Грузии против Испании дома. Пусть не будет аншлага, но будет интересно, будет зрелищно. И самая главная интрига — это какой состав выставит Саньоль. Ну а потом еще выезд против Болгарии, домашняя игра молодежки против сборной Германии. Тут еще Ю-19 играет. Ну, короче, куча всего. Там еще и Динамо Тбилиси. Если вы не в курсе, молодежка играет в юношеской лиге УЕФА, и матчи будут 5 и 10 декабря в Тбилиси, но билеты будут продавать только на 10 число, 5 без зрителей. Вот такие вот расклады, а вы обязательно подписывайтесь. Ну как можно не подписаться, если вообще вы смотрите это видео, потому что здесь все о грузинском футболе на русском языке. Да, возможно, у вас родной грузинский, но тут своя есть подача и уникальный контент, тем более глазами иностранца. Ну, давайте посмотрим, что было интересного. Я в этом выпуске хотел бы рассказать про эти два матча. Ну, начинаем, конечно же, с дороги, потому что суббота, 8 утра, и были разные варианты, как добираться до Самтридии, но я почему-то выбрал электричку, которая, как говорится, везет меня туда, куда я не хочу, и везет очень долго, но отличное место, чтобы поспать, пожалуй, гораздо более комфортное, чем местные маршрутки. И давайте немножечко кадров, ну, посмотрим просто, как живописно, как красиво ехать, хоть и люди вокруг постоянно закрывали окна, но все равно было красиво. И вот я прибыл в Самтридию или Самтредию. Мне все говорят, что в грузинском языке нет ударения, поэтому, значит, и так можно. Если вы с этим не согласны, забегайте в комменты и пишите, как правильно. И вот Самтридия — команда, которая не так давно выигрывала чемпионат Грузии, которая с Карабахом, кстати, с Курбаном Курбаном, вот тем самым тренером, который сейчас ведет Карабах к вершинам Лиги Чемпионов, чуть ли не обыгрывает Челси и идет, ну, как минимум в топ-16. Вот именно с его командой играла Самтридия, тогда проиграли, не прошли квалификацию Лиги Чемпионов, но это лишнее напоминание о том, что город все-таки футбольный. И вот, приехав туда, мы отправились на стадион, вход был бесплатный, кстати, еще один плюс похода на первую лигу. Ну и вообще это была суббота, 2 часа дня, солнечно, прекрасная погода. И вот колорит такого, знаете, провинциального грузинского футбола. Давайте немножечко это посмотрим. И стадион, на котором все проходило. Признаюсь честно, был немного разочарован качеством газона, но что ожидать еще от первой лиги? Давайте будем уж честными, что в других странах, ну, если мы не берем прям топ-чемпионаты, едва ли поля в первой лиге будут лучше. Тем более мы еще посмотрим контраст, какой был газон на матче Торпедо Кутаиси Батуми. Вот. Ну, конечно, знаете, не из-за футбола я ехал вообще на эту игру, поехал пообщаться с ребятами, ну и посмотреть, как вообще все выглядит. Меня, конечно, удивило, что самого разного возраста люди были. Вообще стадион, его локация очень интересная, вокруг дома высотные, частные. И поначалу я удивлялся, что никто с этих домов не смотрит, с балконов, из окон не высовывается, но потом люди постепенно появлялись. И знаете, ну матч, может быть, был такой сероватый, и как будто было все понятно, большой интриги не было. Сперри быстро забил, вел 1-0, и вот Сперри было важно выиграть, потому что борьба с Рустави за прямой выход, вы знаете, что Сперри выиграл кубок
в прошлом году играл сейчас в Еврокубках, но никак не может он пробиться уже в высшую лигу грузинскую. И вот в этом сезоне тоже не все так однозначно. Вроде Спайри начинал неплохо, а сейчас забуксовал. И вот здесь забивает быстро на 9-й минуте. Потом вратарь хозяев Бека Курдадзе творит настоящие чудеса. Раз за разом выручает. Потом берет даже пенальти. И посмотрите, как это было. Мне, конечно, сразу же была первая мысль, надо его в молодежную сборную, но ему 28, извините, ну, во взрослую, наверное, все-таки не потянет. И что было в концовке? Атаковал Спаэри бездарно моменты, не реализовывал один за одним. И вот в концовке тот самый вратарь, я вот не знаю, это вдохновение от Мамардашвили, или уже, в принципе, все вратари так в Грузии делают, побежал в чужую штрафную, добрался до мяча, его сбили и получила пенальти Самтреди. И на уже 90 плюс 8. Слушайте, ну вратарь-герой, его сбили! Остается теперь забить только. Да. Главный герой, запомните это имя. Я, кстати, думал, что будет бить сам вратарь, но нет. Пробил Ливан Куталия, и он забил гол. Вообще шквал аплодисментов с трибун, какая-то эйфория. Даже дедушка, который продавал кукурузные палочки по 1 ларе. Кстати, вкусные палочки, могу вам посоветовать. Так вот, даже этот дедушка был счастлив, и вообще все были счастливы, потому что команда смогла взять очки. Ну, знаете, Самтреди сейчас борется фактически за выживание. Давайте вот таблицу посмотрим. Еще играть 4 тура. Вы видите, что Рустави практически себе выход оформил уже в первую лигу. Но вот интересная борьба ниже. Ну, Спаэри тоже, наверное, ниже 2-го места уже никак не опустится. А вот за 3-ю строчку здесь шахтерская команда из Ткибули, Мешахты будет бороться с Мирани из Мартвиль. Я в Мартвиле был, но в Ткибуле не был. Друзья, если кто смотрит из Ткибули, напишите, верите ли вы, что ваша команда сможет пройти в первую грузинскую лигу. Давайте еще, прежде чем мы перейдем к Кутаиси, матчу Торпедо Кутаиси против Динамо Батуми, послушаем мое мнение о прошедшей игре. Вот сразу по горячим следам я записал из Самтреди. Да, вот такое начало дня. Кто бы мог подумать, игра первой лиги. Самтреди играла против Спаэри, команда, которая в Еврокубках выступала. И как будто бы Спаэри доминировал, и вообще казалось, что должны выигрывать. Но все свое запороли, и вратарь. Ну, вы видели, что он сделал. Так он отбил пенальти, он совершил множество сейвов, заработал решающий пенальти. И просто, я не знаю, если бы на Софаскоре был этот матч, точно у него была бы 10, точно лучший игрок матча. Конечно, молодец тот, кто реализовал пенальти. Вот такой вот провинциальный футбол Грузии. А сейчас отправляемся на матч Торпедо Кутаиси и Динамо Батуми. Там атмосфера будет еще круче. Дальше было проще, маршрутка всего за 3 лари, отправились в Кутаиси, времени было достаточно, там, кстати, пытались мы посмотреть матч Буду-Зивзивадзе, Хайденхайм, Байер, но так много и так быстро получил Байер, что быстро канал переключили, поскольку Зивзивадзе был заменен. Но, тем не менее, после вот этого тайма и еще нескольких минут английской премьер-лиги мы уже отправились на стадион. И вот какие ожидания были у меня от матча. Видите, уже наступил вечер, но игровой день не заканчивается. Торпедо Кутаиси, Динамо Батуми. Посмотрим своими глазами. Торпедо борется за 3-е место с Динамо Тбилиси. Такая интрига. Батуми, дай бог вообще этот матч не проиграть. Наверное, это будет чудо, потому что у команды большие проблемы финансовые. И не то, что вылететь, она может прекратить существование. Но, тем не менее, раз уж мы здесь, эту игру тоже посмотрим. Идем.
Конечно, на фоне Самтрди стадион показался просто величественным, прекрасным, отличный газон, отличное табло, сиденье, ну все новое. Вы знаете, что обновляли стадион, и приятно было там находиться. 15 лари за вот место, вот такой был у меня вид, центральный сектор фактически. И казалось, ну что не будет проблем больших у Торпедо Кутаиси. Ну, так оно в итоге и вышло. Первый тайм уже закончился со счетом 4-1. Динамо Батуми как-то там наковыряли, можно сказать, на свой гол. Ну, наверное, здесь уже можно было уходить, но мы решили, поскольку приехали из Тбилиси, и уже было достаточно поздно, ну, решили уже до конца игру посмотреть, но давайте посмотрим тоже, что я ожидал от второго тайма. Вот так вот вечер уже наступил, достаточно прохладно, и шапку пришлось достать, и вечер наступил для Динамо Батуми, потому что даже в первом тайме уже все понятно, счет 4-1, как будто бы в одну калитку, в одни ворота, наверное, вопрос только с каким счетом игра закончится. При этом, что по котировкам букмекерам не супер прям фаворит Торпедо Кутаиси был, но пока все здесь понятно. Забили один мяч гости с пенальти. Не знаю, очень много замен, я сейчас вижу 3-4 будет, еще 45 минут. Смотрим, но стадион очень приятный, конечно, после Самтрди, и атмосфера тоже. Сразу после матча времени было мало, побежали мы ловить проезжающие мимо маршрутки, не получилось, поехали в аэропорт, а там, знаете, из-за тумана вообще все отменили. В итоге вот чуть не залег я на дно в Кутаиси, но, к счастью, удалось маршрутку поймать и в Тбилиси уже под утро вернуться. Поэтому, друзья, пожалуйста, поставьте лайк. Вот фактически весь день я убил, вот, чтобы сделать этот репортаж, чтобы посмотреть провинциальный футбол. Особенно, если вы не в Грузии смотрите это, вы уже забыли, как выглядит грузинский футбол, ну, пожалуйста, поставьте этот лайк. А я в конце хочу вам сказать, знаете что? Ну, давайте, во-первых, мы таблицу посмотрим еще высшей грузинской лиги, первой грузинской лиги, как хотите. И мы видим, что Торпедо Кутаиси будет совсем скоро, кстати, играть с Динамо Тбилиси. И такой фактически матч за третье место, но он мало что решит, потому что мы уже знаем, что Иберия Дила в финале Кубка Грузии, поэтому, в принципе, 4 команды от Грузии в Еврокубках уже определились. Кстати, последний год, на данный момент такая ситуация, что последний год будет 4 команды из-за падения Грузии в рейтинге УЕФА, в рейтинге чемпионатов в следующем сезоне. Ну, то есть уже через сезон будет 3. Это грустно, но верим, что грузинский футбол выкарабкается. Как говорил Кучурашвили, мы были в самых сложных ситуациях, но мы всегда из них выкарабкивались. Друзья, вот такой выпуск. Надеюсь, что вам было интересно. Пишите, куда нужно еще обязательно поехать. Неважно, 2-я лига, 3-я, региональный турнир. Вот вы смотрите меня откуда-то из Грузии. Вот напишите, если вы поможете мне сделать выпуск, потому что, ну, к сожалению, мой грузинский пока не такой сильный, и я боюсь, что с одним русским, английским далеко я не уеду. А вот если вы сможете мне помочь сделать такой выпуск, может, у вас в селе какая-то потрясающая атмосфера, может, у вас команда борется за повышение в классе, я с радостью готов приехать. Ну, пока все эти турниры не закончились, в принципе, такие поездки – это всегда интересное приключение. Цалинджиха у меня в плане, но пока, к сожалению, не все там ладится. Но все события, которые в Тбилиси происходят, обязательно буду тоже освещать. Друзья, поэтому ставьте лайк, подписывайтесь, отправляйте вашим друзьям, особенно если у вас в Ткибуле кто-нибудь есть, пусть смотрят, и до туда мы тоже доберемся. Ну а мы ждем матчей сборной Грузии разных возрастов, но не менее интересных. Сакартвелос Гаумаджос, Нахвамдис. Sakartvelo,